Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Эспирационы, Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Давайте с вами узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака Зодиака. Вообще же нас ожидает уже осенью большой период ретроградности, причем 4 такие главные игрока, да, мы говорим судьбоносные планеты Плутон, Уран, Нептун и Сатурн, мои дорогие, будут в ретро-движении в разные периоды осени, но все бы ничего. Есть еще 2 планеты, которые будут, пусть и недалекие, недолгий, точнее, период, это как Венера и Меркурий, они будут тоже в ретро-движении, и 3 недели это ретро совпадает по датам, иными словами, ретро-Венера с 3 октября и по 14 ноября, а ретро-Меркурий это с 24 октября и по 13 ноября, то есть последняя неделя октября и 2 недели ноября. И никогда же планетарные транзиты, они не проигрываются вот четко в эти даты. Это немножко раньше, но более того, это может быть еще и пару месяцев позже. К чему я веду речь? А к тому, что мы говорим, ретро и знаем, да, это всегда какой-то возврат. Это какая-то прежняя история, которую нам нужно, ну, может быть, и завершить с учетом того, что изменилось, и приступить по новым правилам. И ретро-Венера отвечает у нас и за личную, кстати, жизнь, и отвечает все то, что мы понимаем под словом благополучие, это финансы в том числе. А ретро-Меркурий создает нам классическую путаницу, поэтому вторая половина года не похожа на первую в 2026. И вот эти планетарные транзиты могут создать или, как я уже сказала, классическую путаницу, или ситуация идеального шторма. Нам придется что-то менять. И, может быть, мы ничего подобного не задумывали, а перемены в жизни людей, нашего близкого окружения. Перемены, которые сами по себе присутствуют, ну, как обстановка, да, меня смотрят люди из разных стран, и где-то совсем неспокойно. Здесь тоже могут вами приниматься какие-то такие, знаете, основополагающие решения, что теперь я буду действовать по-другому. С одной стороны, это символизирует об освобождении, то есть явно какой-то сценарий, который уже не жизнеспособен, он идет к концу. Более того, смотрите, у вас совпадает солнышко. Когда солнце выпадает, безусловно, шикарный символ, и это всегда символ ясности, но вообще это карта выбора или символ выбора правильного направления. Поэтому, мои дорогие стрельцы, тут на кону будет стоять что-то очень важное. Но хочу сказать, смотрите, у вас тут совпадает маска. Маска – это всегда тот человек, который себя не выдает. Или наоборот, бездействует, да, к примеру, он просто наблюдает. Но что он задумал, мы с вами не знаем. Вот у вас 2 таких направления, или 2 энергии, я бы сказала. С одной стороны, по Солнцу это то, что для вас важно. Но есть какая-то сила, которая вот именно невидимая, скрытая. И часто ведь это какая-то персона. Раз нам уже маска выпадает, карты дают совет, ну не будь ты открытой книгой, стрелец. Сам держи маску за пазухой, потому что, видимо, будут меняться либо ситуации, которые связаны с вашим окружением, либо вам, мои дорогие стрельцы, еще предстоит до конца года, может быть, рассмотреть каждую персону и вблизи, и вдали, хотела сказать, и в бинокль, и в микроскоп. Видимо, есть к этому причины. Более того, смотрите, тут действительно дорога, ведь солнце, мы говорим, к счастью, у вас еще совпадает именно семейная жизнь, мы говорим, да, когда подкова выпадает, или семейное счастье. Шикарный сам по себе символ. Но мы еще не забываем, что у нас сейчас год лошади. И раньше подкова это как символ счастья было. Тут поворотный какой-то момент вас явно ожидает, как возможность. Может быть и не одна, потому что рядом солнце. Но есть те персоны, которые именно наблюдают. Они не помогают. Они могут в любой момент начать палки в колеса вставлять. Помните, тут как будто помех-то ведь и нет. Смотрите, когда выпадает свеча, это всегда спокойное течение жизни. Стало быть, синкопы нет, всегда говорю, когда выпадает этот символ. Нет вот того, что как с места в карьер. Более того, тут что-то вас еще и радует. Вот смотрите, все символы, ну, более чем оптимистичные, причем такие судьбоносные, да, и радости, и какие-то
добрые решения будут и вообще будет больше получаться. Причем Солнце больше деловая жизнь или документы, вопросы даже могут быть связаны с недвижимостью, с домом, но тогда это у вас больше получается. Но ну, не все так однозначно, потому что есть какие-то персонажи, которым ну, явно доверять нельзя. Будьте осторожнее, будьте аккуратны. Для кого-то из вас ожидает, может быть, даже смена статуса. У кого-то из вас, понятно, мы все разные, берите от нашего расклада лишь то, что откликается, но у кого-то личная жизнь может претерпевать изменения, но вот когда тут несколько символов, да, я уже не останавливаюсь на этом подробно, потому что крест – это всегда судьба, да, и радость. Тут может быть как выход не просто из одиночества, а для кого-то подготовка к свадьбе. Я этого не отрицаю. Ну, понятно, будем реалистами. Перекладываем на себя, правда? Смотрят меня разные возрасты. Понятно, у каждого здесь свои задачи. Но для кого-то из вас не только деловая сфера будет решаться, но будет решаться и еще и то, что касается личной жизни. Но карты усиленно вас предупреждают. Стало быть, будут, может быть, и не одна ситуация, что вы, к примеру, можете о чем-то переживать. Вот, кстати. Ну, куда без этого, да? Мы все, наверное, какие-то мысли гоняем по кругу. Череп – это не есть материальный объект. Это именно внутреннее состояние сомнений где-то, переживаний, то, что мы говорим. Маска у нас уже выпала, мало маски, как будто карты нам настаивают на вашем внимании, аккуратности по направлению к другим людям, может быть, которых вы недостаточно знаете. Всяко ведь бывает, правда? Иногда мы даже восхищаемся кем-то. Нам кажется, что этот человек более чем достоин. И пусть это опять же работа какая-то, да, хоть мы и смотрим на личную жизнь, но личная жизнь все же не только про любовь, особенно когда выпадает значение Солнца. Ну и даже решение личных вопросов очень часто совпадает, опять же, с документами, с какими-то записями актов гражданского состояния, давайте так в целом скажем. И вот змея – это где-то близкое к маске. Опять же, как и маска наблюдает, или человек за маской, да, и мы не видим истинных намерений, так и змея себя не выдает, она именно наблюдает. Вот раз-два таких символов. Вот на вас это не оказывает какого-то влияния. Но все же, раз это выпало, стало быть, будет какой-то тонкий нюанс, но не все с вами честны, откровенны. Не все люди то, что транслируют то же самое, имеют у себя на уме. Вот хочется сказать так. Может быть, где-то карты предупреждают. Смотрите, в нашем пасьянсе мы можем соединять значения карт в крайних рядах. У вас выпадает цыганка. Наверное, поэтому цыганским называется пасьянс. На самом деле прописано лицо. И имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Поэтому точно, с учетом змеи и с учетом маски, нужно быть очень аккуратным к новым знакомствам. Хотя я не исключаю, что и по части старых каких-то контактов тут тоже могут происходить переосмысления. Но в принципе очень добрый период. Когда выпадает кот, мы можем его с вами соединить. Это, знаете, хорошее настроение. Это флирт. У кого-то, правда, новое знакомство и флирт. Романтика. Бабочки в животе, да, ухаживание. Вот такие вот тоже могут быть приятные эмоции. Но даже для тех, кто уже в паре, значит, тоже какие-то радостные события, они будут у вас. Более того, когда кот, это, знаете, возможность посмотреть на наши отношения, даже если они тянутся уже долгое время, но условно с другой стороны, увидеть, да, возможности своего партнера или привносит такие добрые энергии, даже уже сложившиеся, может быть, несколько подувядшие отношения, когда мы вспоминаем, может быть, что мы не просто пара, там, мама, папа, муж, жена, а что мы два человека, которые действительно когда-то встретились и очень любили друг друга. Перезагрузка по отношениям даже в парах. Я вот вижу так. И все символы об этом тоже подтверждают. Пока с вами говорю, смотрю, что мы можем еще по краям соединить. Откровенно говоря, не вижу пока. Ну, у нас достаточно добрых символов. Давайте пойдем с вами дальше. И что мы... Первый вопрос спросим. Что или кто появится неожиданно до конца года? Человек, ситуация, ну, может быть и проблема. Здесь нам может вернуть
как судьба на доработку какой-то вопрос, в котором нам придется разбираться. И что, соответственно, прояснится. Что уже спешит в вашу жизнь, что именно с позиции, может быть, новых энергий, новых возможностей стоит практически у порога вашей судьбы. И мы достанем 3 позиции по разным направлениям взаимоотношений. Первая позиция для тех, кто в паре. Вот что ждет до конца года, каковы энергии для тех, кто в паре и у кого относительно все понятно, все стабильно. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство. Ну и для тех, кто в сложных отношениях, тоже посмотрим энергии. Итак, что или кто в вашей жизни появляется неожиданно? Мужчина. Мои дорогие мужчины, стрельцы, это ваше раздумье. Все же нам показан человек, посмотрите, у нас 2 колоды Чиро Маркетти, и прорисовал эту карту Чиро Маркетти как мужчину с розой. Роза – это символ любви. Здесь есть какая-то личная, любовная история, но не та, которая нас зовет быстро или подгоняет на какие-то подвиги. Нет, мужчина сидит, он о чем-то раздумывает. Более того, смотрит так несколько в сторону. Ну, даже я бы сказала, взгляд в никуда, потому что он углублен в свои мысли. Тут действительно о чем-то есть размышления. Более того, чувствует он себя несколько уязвимым. Босиком изобразил Чиро Маркетти, и это когда участки открытого тела обозначают именно уязвимость, нестабильность. То есть непонятно, если я поступлю так, а что я взамен получу? Или вот та дорожка, по которой мне предстоит словно босиком пройти. А что, какие пути будут открыты? Или кто со мной будет согласен идти или сопровождать меня, да? И стоит ли вообще этим заниматься? Мои дорогие девочки, здесь может проиграться тоже тот мужчина, который в раздумьях. И тогда либо третьи факторы, о которых вы не знаете, которые на него влияют, да, ну, есть же о чем-то подумать, да, стало быть, есть и сомнения, и есть причина к этому. Может быть, это какая-то история взаимоотношений, которая долгое время даже тянется, какой-то вопрос, но он не был решен до этого времени. Вот давайте мы узнаем, что это, с кем, с чем связано, а вы перекладываете на себя. Ну, давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. У нас ретро-движение, мы говорим, ретро-Венера будет, да, вот может быть осенний период возвращения экс или возвращения бывших. 7 жезлов – это как раз наше окружение или люди со стороны. Хотя я не исключаю, по 7 жезлов чаще всего появляются те, кого мы, ну, они нам в принципе не помогают, тут скорее мешают, вставляют палки в колеса или создают нам какие-то препятствия, или создают ненужные споры. Вот смотрите, вам придется, видимо, правильно оценить. У вас на кону стоит что-то очень важное. Смотрите, 2 солнца. И, безусловно, есть какие-то помехи, есть о чем подумать, как и девочкам, так и мужчинам. Какая-то история личной жизни заставляет вас переоценить вот то качество, в котором вы находитесь сейчас. Может быть, 7 жезлов говорит, что ты, стрелец, несколько либо подувяз, либо ты включился в какие-то задачи, опять же, 7 жезлов, которые вот лично тебе, они не очень нужны. Или они для тебя, есть те вопросы, которые они, ну, явно не будут развиваться. По 7 жезлов это наши силы не равны. Нас скорее втягивают в решение каких-то вопросов, и мы рискуем потратить время и взамен не получить ничего. Рядом аркан Солнца, все то, что я говорила по картам пасьянса. Не есть нечто более важное. И даже если есть вопросы, касаемые личной жизни, правда, здесь кто или что появится неожиданно. Мои дорогие девочки, для вас может быть появление человека. И даже если это человек из прошлого, тогда будьте готовы. Это, кстати, не обязательно будет тот, именно та персона, о которой вы думаете. Или хотели бы, чтобы он появился. Мои дорогие мужчины, значит, тут есть тоже о чем обдумать, да? Может быть, это те взаимоотношения, которые тоже где-то с прошлой историей граничат. И карта Солнца прояснения вообще-то. Поэтому есть какие-то темы по уже сложившимся отношениям, которые нужно прояснять. Причем прояснять
Я бы не сказала, что быстро вы сумеете это сделать. Карта Солнца говорит, скорее всего, есть какой-то человек, с которым связь абсолютно точно будет продолжена. Может быть, это будет обдумываться, ну вот именно вами, насколько целесообразно, нужно, как далеко мы зайдем в наших отношениях. Вот что-то подобное может быть. Но Солнце 6-8 месяцев, мои дорогие. А я должна сказать, что тут у нас не только ретроградность до конца года. Вот смотрите, такие важные планеты, как Нептун, а это всегда эмоции, и Нептун, ретроградность, что нам дает? Самообман. Поэтому обманываться тут точно не стоит. Так вот, у нас ретро-Сатурн, мы говорим, как планета кармы, до 11 декабря, а ретро-Нептун до 12 декабря. Но планета Уран, вот та, которая все меняет и переворачивает с ног на голову, так вот там это движение ретро будет продолжено аж по 8 февраля. Вполне вероятно, какие-то темы у вас будут решаться в течение не просто второй половины года, а еще и с заходом на февраль 2027. Но что прояснится? Явно тут что-то будет проясняться. Давайте конкретный вопрос, пусть нам карты расскажут. Любовь, вот нечего сказать, правда. Какая-то любовная история у вас должна будет проясниться. И она совершенно точно прояснится. А что же тогда нового идет на ваш порог, в вашу жизнь? А есть какое-то препятствие? Тут есть о чем подумать. Явно есть и история любви для кого-то из вас. Я не исключаю, может быть, новое знакомство. Все-таки период нескольких месяцев может вам подарить даже новую историю, которая тоже не исключаю, будет иметь какие-то препятствия или препоны. Здесь ожидания, мои дорогие. У кого-то банально может проиграться история, когда нужно оформить документы. Причем здесь может быть как сама запись актов гражданского состояния, оформление собственное, как отношений, да? А может быть раздумье человека, который никак не может с чем-то определиться. Но, скорее всего, как я говорила, разные факторы. Может быть, это те факторы, которых вы не видите. Новое. Тут не совсем что-то новое. Опять же, какая-то прежняя история, нам говорят, которая имела препятствия и ожидания. Ну хорошо, так а что же спешит в вашу жизнь? И уже во второй половине года что же тут меняется? Так тут что-то по справедливости будет меняться. Вот, кстати, Солнце. И это карта кармы, причина и следствие. И здесь может быть такая история сложных отношений, когда зависимые отношения. То, что было прежде, мы уже пережили, да? И судя по двум картам предыдущим, что-то вы не можете изменить, мои дорогие стрельцы. Но, видимо, у кого-то задача передумать, переиграть будет. Нам как будто пространство вернет на доработку какой-то вопрос. И этот вопрос будет связан, возможно, во вторую половину, до конца 2026 года. Почему? Потому что какой-то человек передумает. А может быть, он и не собирался передумывать, а жизнь его заставляет что-то переиграть. Изменения в жизни людей, изменения в обстановке вокруг вас будут оказывать на вас влияние, подталкивая вас к принятию какого-то очень важного решения. И вам как это по судьбе. Что спешит вашу жизнь до конца года. Смотрите, два старших аркана. Я не могу сказать, что это по скорости что-то как убыстряется. Нет, тут, знаете, как с учетом тем более рыцаря Пентаклей. Явно есть какой-то человек, который вам может оказывать содействие. Кстати, у вас могут быть на кону что новое? Оформление, правда, документов в связи с изменившимся законом, с изменившимся вашим положением, статусом. Вот я такое тоже не исключаю. Или когда вам нужно переписать, переоформить какой-то документ, и если прежде не было возможности, или вам было это не нужно, значит, будьте готовы, что вам это потребуется. И когда выпадает аркан справедливости, я часто говорю, вам нужна, или нужно скорее, да, чтобы у вас были все документы в порядке. Каким-то образом это может оказать вам содействие на последующий период. Ну и правда, когда мы говорим, что подписано пером, не вырубишь топором. Может быть, в последующий период вам пригодится какой-то документ именно для того, чтобы спать спокойно. Вот я такого не исключаю. Но вы не одни. Тут будет взаимодействие с человеком продолжаться
Причем, скорее всего, с тем человеком, которого вы не можете исключить в своей жизни. Причем, возможно, с тем человеком, который до этого времени вам создавал препятствия. Здесь не совсем новая история. Она будет нова именно тем, что у конкретной персоны что-то меняется. И мы не можем разорвать эту связь, потому что как по карме, по судьбе, вам это придется именно продолжать, но несколько реструктурировать под тот фон, который складывается уже во второй половине 2026 года. Но тут могут быть такие взаимоотношения, как ты мне, я тебе. У вас конкретная персона заинтересована, и вы ей, видимо, чем-то помогаете. Но есть и ваш интерес, когда и вам кто-то помогает также. Правда, тут какая-то история, я больше вижу, будет решена, она будет продолжена, да? Но что нового? Тут будут дополняться какие-то новые факторы, новые сведения о человеке, может быть, новые сведения, которые касаются документов или измененных законов, какие-то новые вариации вы будете рассматривать. Но это, знаете, может быть целый ворох каких-то новых методов. Или когда вы можете не просто в одиночку, а именно будет персона для обсуждения, продолжения. Когда вы будете сравнивать одни позиции и другие. Или насколько конкретный человек, опять же, готов на что-то, готов углубиться, готов подписать какую-то бумагу. И насколько с этим вы можете сами согласиться. Быстро не решишь, вот посмотрите, все карты об этом. Но какая-то тема в вашей жизни, она, знаете, она должна быть решена раз и навсегда. И это какой-то клубок запутанный, это точно. У каждого, видимо, свой. Много старших арканов. Когда старшие арканы, не все в нашей власти. Мы вот именно зависим от обстоятельств и от людей. И поэтому аркан повешенный говорит, где-то давая совет, ты не должен согласиться, стрелец, на какой-то вариант, когда тебя просто уговорили. Есть ведь по этой карте такое значение, как зависимость. Мы можем попасть в эту зависимость. Потому что даже если добрых побуждений что-то подписали и не успели додумать, до завтра что-то происходит, например, да, и каким-то образом всплывает наружу этот документ, где стоит наша подпись, и вот, пожалуйста, мы уже в каких-то рамках и в зависимостях. Такое тоже может быть. Ну вот поэтому для вас то время, когда наоборот выйти из зависимого положения, может быть, вам и придется. И кто-то этим будет заниматься полгода или вот даже с учетом январь-февраль 2027. У вас какая-то путаница. Вот тут и правда. Классическая путаница. По пятерке жезлов это карта информационного хаоса. Значит, вы можете в этом информационном хаосе искать рациональное зерно, но это быстро, как бы сложно будет сделать. Вас могут окружать люди, и вы это где-то прочувствуете, что вы не доверяете. Хочется сказать, мои дорогие стрельцы, у вас время, ну, как переосознание, кому вы, в принципе, доверять можете, людей надежных и тех людей, которые вас могут подвести. Вот для вас, наверное, вот что нового? Это именно та задача, которую вы, возможно, и не ставили, а для решения многих вопросов, может быть, конкретной поездки, переезда, у кого-то путешествия, у кого-то работы, у кого-то эта карта будет говорить, когда вы вообще меняете вид, род деятельности и рассматриваете новое обучение. Может быть, потом последует для кого-то переезд, смена менталитета. То есть вот мы все разные, перекладываете на себя. Но что-то вы должны сделать настолько филигранно, точно, в согласии с законом. И не поддаться на уговоры, и в то же время не создать конфронтацию. Какая-то задача стоит перед стрельцами судьбоносная. И ведь последняя карта, это у нас карта заслуженного успеха. Да, это не будет заслуженный успех. Опять же, карта говорит вот в тот срок, а мы загадали с вами до конца года, это более продолжительный период. Поэтому успех вас ждет в 2027. Но, видимо, какая-то глобальная перезагрузка и глобальная подготовка до конца 2026 года с элементом новизны. Давайте узнаем, тем не менее, личная жизнь для тех, кто в паре.
у кого сейчас все относительно стабильно. Какие энергии? Все равно перемены. Здесь могут быть те перемены, которые приходят, правда, через партнера. Если моя личная жизнь, тут могут быть перемены со стороны даже вот ближайшего окружения партнера, родственников, далеких родственников, каких-то связей, контактов. Это я тоже не исключаю. Один из символов Меркурия – корабль, и это символ перемен. Тут даже в парах происходят перемены. И эти перемены, опять же, могут быть даже связаны с кем-то из вас, ну, не столько, сколько вот ваша инициатива. И может быть не инициатива вашего партнера, а ваша пара оказывается в какой-то определенной ситуации, когда мы не можем сбросить со счетов, к примеру, что у нашего супруга или супруги происходит в жизни. Мы не можем сбросить со счетов, например, что происходит у наших детей, если таковые имеются, да, или по этой карте, если происходят такие же перемены, к примеру, супруга по роду деятельности, работы вынужден куда-то переехать, потому что очень часто по этой карте происходит именно наше перемещение. Хотя я не исключаю, вы в паре можете задуматься всерьез о том, чтобы тоже куда-то уехать, сменить место жительства. Сама карта уже предвещает даже вашей паре перемены. Перемены, причем могут быть вызваны тем, что мне возможности нет раскрыть свои таланты в данной местности. Для кого-то из вас, может быть, была какая-то ситуация, связанная, кстати, это было прежде. И это был спор по финансам. По финансам вы не договорились. А я бы сказала, у кого-то был спор по финансам, и именно из-за того он произошел. По какой-то ерунде или по каким-то мелким причинам. А может быть, это потому, что так третьи персоны, да, или какие-то факторы словно помогали. Пятерка пентаклей – это всегда такая мелкая заноза, которая, ну, все равно какой-то раздрай вносит. А посмотрите, карта любви. Поэтому я должна сказать, какие-то шероховатости мелкие должны быть устранены. Все идет к добрым переменам и к любви в вашей паре. Поэтому даже для тех, у кого в отношениях скажут, ну, а мы сейчас тут молчим, или мы на расстоянии, вот у кого-то отношения на расстоянии тоже могут проиграться. Тогда вам придется внести в ясность сразу по нескольким параметрам. Будьте к этому готовы. Точно. Будьте готовы к тому, что то, что касается личной жизни, как раз может быть связано с переменами. Все то, что я говорила с самого начала. И это начинается по пажу мечей. А мечи – это у нас интеллект. Но пажи – это вестники, поэтому вы получаете какую-то новость, письмо, и вам придется действовать совершенно по-другому. Либо меняются условия, либо есть действительно информация, которую, ну, ты не можешь от нее отмахнуться. И это начало перемен. И кто-то из вас, я больше вижу именно по парам, да, когда вы вдвоем, как на семейном совете, или, ну, на совете вас двоих, например, да, вы будете тоже рассматривать совершенно другие позиции, что-то вы будете менять, мои дорогие. Давайте я достану еще одну карту, с кем это связано. А вы вместе не могли что-то осуществить прежде. Будьте готовы к тому, что вам сейчас судьба в вашей паре даст какую-то возможность. Но вам придется пользоваться, как я уже сказала, новым методом. Приходит новость, или вы получаете какое-то известие, кто-то получает бумагу. И явно вы будете понимать, может быть и супруг, да, супруга, я уже не оговариваюсь, перекладывайте на себя, тоже что-то подобную весточку получает. И вы понимаете, вот один вопрос, но нужно решать его вместе, и у вас тогда получится. Потому что это для вас двоих и важно, и перед вашей парой открывают новые возможности. Может быть, новые возможности даже вашего союза. А для кого-то из вас, я, кстати, и не исключаю все же, если мы говорим о Меркурии, символ корабля, кто-то даже в паре может задуматься о создании семейного бизнеса, ну или, может быть, пассивный доход, дополнительный доход, работа на дому, но это вот именно совместно. У кого-то даже так может проиграться. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство, давайте узнаем. Белый медведь – самый сильный медведь среди всех медведей, и у нас тут выпадает карта, которая соответствует числу 15, это всегда, если мы соединим победа, и десятки треф.
а это какой-то интерес и деловая сфера. Поэтому тут можно познакомиться, отправляясь по каким-то конторам, офисам, инстанциям, организациям. Или можно познакомиться конкретно с человеком через работу. Или решая какие-то другие вопросы, но это не то, что мы специально вот как-то настроились, да, с кем-то познакомиться, а мы выполняем или занимаемся всеми теми делами, которые для нас привычны. Или даже, как я говорила, отправляясь в какую-то организацию, здесь может произойти то знакомство, когда вы разговариваете даже с персоной влиятельной, но здесь зарождается именно интерес друг к другу. Может быть, и для вас, мои дорогие, точно, я тоже не исключаю, будет интерес в конкретном человеке, все-таки интерес. Тут нам не про любовь ни разу, потому как, ну, это же не говорит о том, что очень часто начинается с надежной дружбы, то вот здесь познакомиться можно. Но это не... Тогда будет, скорее всего, не то, что вот восхищение, да, или то, что наполняет нас сентиментальностью. Нет, тут, скорее всего, вы видите человека, он вам может быть интересен, ну, ходом мысли, например, или как он решает проблемы, и вас это может восхищать. Где-то вы можете не просто восхищаться, а, глядя со стороны, думать, ага, вот мне таких качеств не хватает. Вы будете заинтересованы, потому что либо от этого есть польза, либо просто даже от контакта с таким человеком вы себя будете чувствовать уверенной. Нужные люди, я бы сказала. Но смотрим-то мы с вами на личную жизнь. Так есть ли возможность? Точно. Тут может быть тот человек, который вам посылает судьба, причем у вас в связи с таким новым знакомством будет не только личный интерес, а вполне вероятно, это знакомство может перерасти во что-то большее, завершается аркан императрица. И поэтому здесь история отношений, которая может потом закончиться браком. Мы не говорим, что это быстро. Ни одна карта о скорости не говорит. Здесь все три говорят о надежности, о решении финансовых вопросов, о стабильности. Причем это будет, скорее всего, ну, даже если человек где-то в таких энергиях находится, то тогда нужно будет и соответствовать, как будто тоже самому быть в таких энергиях. Поэтому для кого-то из вас интерес к новому знакомству может подвигнуть вас менять собственный имидж, задуматься всерьез о смене статуса, я имею в виду делать карьеру, или больше зарабатывать, вот даже такие метаморфозы, потому что это будет осознание, что вот тот человек, который мне по жизни или для жизни, он как будто встает на другой ступеньке общества. Вот у кого-то и так мои проиграются, дорогие стрельцы. Но то, что может быть такое знакомство, может быть такая встреча, то это да. Давайте узнаем. Для тех, кто в сложных отношениях, а вот тут что-то запутанное. По Луне это тысячи неопределенностей, которые уже, скорее всего, сложились не вот вчера, а тянутся какое-то время. Какая-то прежняя история, причем которая могла тоже иметь в основе нерешенной темы по части дома, местонахождения, или когда с вашей стороны чувство, любовь присутствует привычка, а ситуация не прояснена. У кого-то конфликт был. Действительно конфликт. Может быть, и разругались в пух и прах, да? А тут, тем не менее, посмотрите, примириться возможность будет. Карта праздника после победы. Поэтому, но мы тогда должны нивелировать этот конфликт. И тогда аркан Луна будет говорить, что тебе придется... Кстати, я тоже не исключаю ваш интерес. Когда Луна выпадает, я часто говорю... Почему интерес, да? Нам даже рекомендует карта избегать толпы. Или нам нужно продумать место нашей безопасности. И, может быть, именно с домом, да, с местом безопасности вашей будет связана какая-то ситуация, которая еще одновременно или в которой участвует человек, но был прежде и конфликт. То есть вы не договорились, может быть, и расстались. Тогда перемирение, конечно, оно возможно. Более того, по этой карте нам даже советуют это сделать. Что же будет дальше для тех, кто в сложных отношениях?
Вот это да, 2 луны, мои дорогие. Вот и правда, мои дорогие стрельцы, для вас место безопасности имеет архиважное значение. Избегайте, правда, толпы. Для вас все то, что надежно, как и люди, так и сами по себе места. Это вот ваш приоритет. 6-8 месяцев. Тут будет 2 солнца, что-то прояснено. Но у вас, мои дорогие, как 2 солнца, так у нас и 2 луны. Полярная энергия, которая, с одной стороны, что-то проясняется, да, где-то по солнцу это то, что нам нравится, а по луне это то, что запутано. Поэтому как минимум 50% чего-то у вас прояснится, это факт. Но, наверное, не все так будет изначально понятно, потому что, слушая интуицию, нам ведь об этом говорят обе карты. Тебе сейчас нужно действовать как-то по-другому. Будь готов к тому, что тебе поступит предложение, или, может быть, состоится какой-то важный разговор, или будет просто какая-то предпосылка к тому, чтобы, да, как и примириться. Вас это может вдохновить. Что-то вам будет, может быть, даже льстить. Но все равно 7 кубков говорит, есть та ситуация, которую ты не можешь оставить как именно прокрастинацию, в надежде на то, что вопрос сам по себе изменится. Не для того, чтобы, если для вас человек важен, вот, наверное, давайте подведем итог, то тогда вам придется предпринимать самим какие-то шаги. Может быть, даже если, ну, я тут вижу, если первые все-таки попытки, первые шаги делает другой человек, то тогда тут не закрыться будет для вас важно. Или не ждать, что сделал один шаг, сейчас сделает другой. Нет, вам придется отвечать. Или если вам действительно эти отношения важны. Может быть, я не исключаю, для кого-то из вас вы сами должны сделать этот первый шаг, потому что здесь явно прокрастинация вам не помогает. А вот что нужно делать, давайте узнаем. Карта «Совет». 3 мечей нам всегда говорит о том, что именно была пережита какая-то, ну, такая очень болезненная ситуация. 3, тем не менее, это карта будущего. Но она показывает то место, где мы подзастряли именно теперь. И о чем? Вот то, что мы пережили когда-то, на сегодняшний день мы имеем опыт здорового равнодушия. Уже не болит, уже не горит. Но ситуацию мы никогда не забудем. Она останется с нами в памяти, но она нам подсказывает, как нам не нужно либо действовать, и одновременно эмоций почему-то нет. Нет эмоций, но это, с другой стороны, вам дает сильную позицию, потому что когда мы в решении, может быть, и деловых вопросов, а пусть это по личной жизни, но темы, они так или иначе связаны с документами, с жильем, ну, с чем-то таким более прозаическим или земными энергиями, то и решение должно быть точно таким же. Не надо туда эмоций добавлять, иначе будет путаница. Как будто карта и говорит, ведь мы достали как совет. Ты не должен попасть в просак. Ты не должен еще раз оказаться в каком-то проигрыше. Но, а предыдущие карты говорят, и избежать ты этой ситуации не сможешь. Поэтому время новых решений. Какой еще совет для тех, кто в сложных отношениях, нам дадут карты? Сепарация только иллюзия. Здесь должно быть примирение. Примирение это не значит, что мы со всеми согласились, будем реалистами. Мы просто понимаем, что есть часть задач или какой-то процент того, что не в наших силах изменить. И поэтому нам это просто приходится принять. Но явно продолжать нам что-то придется. Мудрые решения, мои дорогие, вам придется принимать для тех, кто в сложных отношениях. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я, кстати, могу предположить, 2 карты Луна выпали. У кого-то задумка по части поездки, переезда, вот поиска вот этого места безопасности, когда, может быть, вы в таком зависимом положении находитесь, что, ну, выбор невелик, да? Либо я говорю «да» и где-то рискую. Вот, кстати, я такое тоже не исключаю. Рискую тем, чем, то есть не самими собой, а тем, что мы не можем что-то просчитать. И нам, может быть, придется держать руку на пульсе и быть готовым к разного рода неожиданностям. Но, тем не менее, все карты говорят о том, что зачем-то вам это надо продолжать. По крайней мере, будем реалистами, будем
И оптимистами, вы как раз оптимисты. Но есть какая-то история, в которой ваш интерес присутствует тоже. Поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.